Привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал. Сегодня мы сделаем вам обзор маленькой студии в Валенсии. Мы приехали в Валенсию с туристической поездкой, покажем вам много интересного. А сейчас смотрите обзор маленькой квартиры студии в Валенсии. Чем же эти квартиры отличаются от тех квартир, которые у нас на побережье? Я нашла здесь как минимум два преимущества. А потом мы спросим у Алексея, сколько преимуществ в этой квартире нашел он. Друзья, в этом доме вот такие лифты. Да, и вот такие коридорчики. И сейчас мы будем смотреть студию в этом доме. Так, обзор начинаем с коридорчика. Вот сюда заходим. Здесь, вот за этой дверкой, находятся все коммуникации. Вероятно. Маленький такой коридорчик. Домофон слева. И вот здесь у нас зона. Это студия, друзья. Это студия, она маленькая такая, но очень уютная студия, которая сдается в аренду. Вот здесь вот как бы зона гостиной оформлена вот таким вот образом. Видите, диванчик. Диванчик. Зона кухни. Прекрасная, уютная, маленькая, но оборудованная всем необходимым. Видите, как здесь здорово. Мы увидели, что здесь есть и микроволновка. Соответственно, плита, духовой шкаф, вытяжка, холодильник, что мы увидели вот здесь. Вот даже Bosch холодильник. Очень вместительный, чистенький, хорошенький, много места. С морозильной камерой. И чайник, и кофемашина. Вот такая вот здесь кухня. Маленькая, но достаточно уютная. То есть вот здесь вот можно все готовить, мыть, отдыхать вот там вот. Соответственно, там могут разместиться двое детей. Даже двое взрослых может здесь разместиться. Посмотрите, то есть такой вид у нас достаточно уютный. То есть компактная такая студия. Компактная студия. И вот эта зона спальни. Вот такая кровать. Тоже с видом вот туда. Здесь у нас, соответственно, шкафы разные. Ну, вероятно, это все было встроено. И я думаю, что все это сдавалось. Видите, они высокие, под самый потолок. Ну, потолки, как обычно, видимо, это гипрок, встроенные светильники. Двери, шкафы, видно, что все это одного такого, как говорится, фасона. И вот такая у нас ванна-туалет. Это свет здесь. И зайдем в ванну, в туалет, включаем свет. Ну, в общем, достаточно все аккуратненько. Вот обогрев воды, бойлер висит. Все здесь есть. И душевая кабина. И вот такая вот душевая кабина. Делаю вам небольшой такой обзор, чтобы представлять, какие квартиры, какие студии есть в Валенсии. Что здесь положительного в этой студии? Этот дом, он достаточно новой постройки, и из него открывается шикарный вид. Посмотрите, какой шикарный вид. То есть Алексей специально выбирал такой дом. Здесь такой шикарный вид на музей, вот на всю ту зону, куда мы пойдем потом гулять, куда мы приезжали, куда приезжает всегда много туристов. Видите, внизу этого дома есть паркинг место бесплатное, которое включено в... Соответственно, здесь жалюзи, которые вот так вот поднимаются сверху и опускаются. И ручкой, в Испании, кстати, встречается такая система, ручкой поднимаются и опускаются вот эти жалюзи. То есть мы крутим вот так ручку и вот подняли выше. Можно сделать более светлую зону. Вот такая вот квартирка. Что положительного? Что положительного сразу я вижу в этой квартире? Во-первых, шикарный вид, как я уже сказала. Шикарный вид на вот эту зону, самый центр такой, музей, прогулки. Вот это все вот здесь. Это не старый город. Отсюда в старый город мы поедем. И это не набережная, там тоже нужно как-то двигаться. Можно на самокатах, можно на велосипедах, можно на машине. Но вот эту зону мы как раз посещали. Сюда мы ходили в музей. И отсюда как раз в шаговой доступности, вот по тому мосту, который слева, можно прекрасно прогуляться и дойти. То есть плюс этой квартиры, что прекрасный, шикарный вид открывается. Дальше плюс я для себя вижу, что здесь сделан ламинат. И не как южный вариант,
которую у нас там в Ариэлло Коста часто используется плитка. Здесь ламинат на полу, гораздо теплее и приятнее ногам. В ванной вот здесь использована плитка, соответственно, а в комнатах ламинат. Ламинат, то есть ножкам гораздо теплее. Вот это я вижу как плюс. Плюс вот здесь встроенные шкафы достаточно большие для такой маленькой студии. Еще хотела сказать об одном плюсе, который правильно мне подсказал Алексей. Посмотрите, это маленькая студия, но она зонально разделена так, что люди друг другу не мешают. Вот эта вот гостиная зона, она вот такой перегородочкой отделена от спальни. И получается, что, в принципе, можно разместиться и разместиться с детьми, и друг другу, в общем, зонально такой помех каких-то нет для отдыха. Центрального отопления, как вы видите, тоже нет никаких предметов обогрева. А здесь квартира обогревается также с помощью кондиционера. Смотрите, видите, вот он обогрев. Никаких центральных батарей центрального отопления в этой квартире нету. Так что Валенсия, наверное, тоже это не использует, я думаю. Потому что здесь достаточно тепло и хороший климат. И, кстати, плюс еще, что окна очень высокие и очень хорошее освещение. Видите, как снизу до верха идет окно. В квартире много-много света. Но я смотри, навесные. Да, вентилируемый фасад. Вентилируемый это большой плюс. фасад. Значит, с той стороны дом утеплен. Такую технологию используют в Санкт-Петербурге строители уже давно. Ну, сейчас уже, наверное, многие, да, строительные компании строят. Кстати, вот у соседей есть балкон, поэтому здесь квартирки с балконом. Я говорю про эту именно квартиру, что здесь вот нет балкончика. Вентилируемый фасад. Это плюс. Значит, в доме будет теплее, наверное. Кстати, кто живет в Валенсии, пишите, тепло ли у вас в домах вот в такого вида постройки. Новые дома с вентилируемым фасадом. Что еще здесь может быть? Так, а теперь Алексей, как специалист, посмотрит, что тут у нас тут со щитовым оборудованием. Все сделано, так что тут все одни сплошные плюсы, да? Да, все замечательно. Здесь стоят защита, УЗО. Большой плюс в таких квартирах, что счетчик находится, вернее не счетчик, а автоматы находятся в самой квартире, закрыты специальной панелью. Кстати, красиво, не встречал, да? очень удобно так сделано. С виду вроде стилизовано красиво. Стилизовано, да. На самом деле это вот всего лишь рамочка. Угу. Вот. И доступ ко всем коммуникациям можно к электрическим добраться отсюда. Значит, друзья, хочу сказать, переночевав в этой квартире, мы видим, что здесь достаточно слышимость такая очень активная. То есть слышно, когда люди шуршат в коридоре, выходят, там что-то где-то сливают. Звукоизоляция, да? Но замечательный интернет. Интернет очень хороший. Wi-Fi нас порадовал. Все летает, все грузит. Так что есть плюсы, есть свои минусы, а в целом все замечательно. Итак, друзья, вот смотрите, здесь такой красивый, уютный лифт в этом доме. Выходим. Сейчас мы спустились вниз. И смотрите, какой здесь холл. Зона отдыха. Можно посидеть, отдохнуть, даже встретить друзей, просто пообщаться. Вот такой современный дом, зелень, холл. Сейчас, лифты. И вот даже видно модель дома, как мне Дима подсказал. Дом. Если вот посмотреть отсюда, похож на ракету. Да, и вот он дом. Видите, современный новый дом в Валенсии. Шикарная обстановка здесь. Видите, какой холл? Что-то мне венский дом напоминает. Мы в Вене снимали тоже. И вот такой здесь дворик. Смотрите, как красиво. Очень уютненько. Уютненько и красивенько. Мы выходим. А вот он, этот дом, собственно говоря. Ой, снаружи. Вот этот дом. Вот такой он высокий и красивый. Закрытая территория. Вот такая красота. Друзья, в продолжении видео, вот там мы снимали эту квартиру в том доме высоком, свечка слева. Смотрите, а напротив очень много строящихся домов. Мы обратили внимание, тут целая такая застройка, новый район, видимо, и разные строительные компании.
Вот, например, для примера вам хочу показать. Строительная компания продает квартиры от 161 тысячи евро. Что сюда включено? 3 спальни, гаражное место, кладовка, соответственно, зона общая, писцина, то есть бассейн, паркинг для бисиклетов, то есть паркинг для велосипедов. Ну и там внутри бывают садики. Здесь другая строительная компания. Напротив тоже, видите, строятся дома. Различные строительные компании. Я думаю, что Алексей сейчас сделает тоже, может быть, фотографии, и мы прикрепим. В общем, вот такой район. И это все в пешей доступности. Если смотреть прямо, там как раз вот эта зона, центр современной науки и культуры, где можно слушать оперу, сходить в музей науки. В общем, то самое место красивое, которое мы тоже посетили. И здесь вот такая идет хорошая застройка. Поэтому здесь можно тоже, видите, кому интересно, и приобретать квартиры, и снимать их в аренду. У нас квартира в аренду обошлась, студия, 100 евро за 2 ночи. Вот так вот. Вот смотрите, вот такие квартирки строятся. Где-то вот здесь где-то с балкончиками будет, где-то будет просто квартира. Но очень удобно, что есть гаражное место. Как правило, это вниз, подземный гараж. Мы, значит, снимали квартиру в доме, где есть консьерж, внизу сидит. И очень удобная территория, маленький садик. Видите, в Валенсии свой аэропорт, самолеты летают. В общем, современная. Кладовки, места для паркинга для велосипедов тоже удобно, потому что у нас умыкнули 3 велика в такой урбанизации закрытой, но без паркинга для велосипедов. Вот так что, друзья, смотрите, приятный такой современный райончик. Недалеко от современного города, центра города искусств, науки.